Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, если честно, в это сложно поверить, но у меня для вас наконец-то хорошие новости. Как вы знаете, 18 февраля прошло два судебных заседания, одно из которых и вел судья Амит Мехта. И в нем государственные ответчики убедили суд повременить с решением, поскольку вопрос прокламации и так активно рассматривается в администрации президента и предоставит решение до конца февраля. Однако какое решение будет вынесено, конечно, не говорили. И судя по действиям администрации в последние недели, есть большая вероятность, что ее просто рассмотрят, но не отменят. Адвокаты истцов, в свою очередь, заявляли, что визы некоторых победителей DV 2020 истекают уже прямо сейчас. Я не буду вновь рассказывать о судебных заседаниях. В нашем прошлом видео мы уже сделали это подробно, и если вы пропустили его, ссылка сейчас появится вот здесь и в описании под видео. Сейчас же я расскажу, что из этого получилось. На этот раз судья Амит Мехта сдержал свое обещание и вынес решение максимально быстро и оперативно. Ссылку на само постановление суда, которое растянуто на 9 страниц, я оставлю в описании под видео, и если вы захотите, то сможете детально ознакомиться с ним, если знаете английский, либо с помощью переводчика. А сейчас я вкратце объясню, что произошло и чего, на мой взгляд, стоит ожидать в ближайшее время. Благодаря тому, что судья во время слушания задал правильные вопросы государственным ответчикам, которые не смогли на них ответить или ответили, предоставив неверную информацию, а также благодаря прецеденту по выдаче разрешения въехать в США до окончания срока визы в обход запрета прокламации и 14-дневного карантина для шенгенской зоны для одного из держателей виз, судья постановил, что те победители грин-карты, срок действия виз которых истекает в период с 17 по 28 февраля, смогут въехать в США, получив так называемое право на исключение для национальных интересов, которое поможет для них обойти запрет действия прокламации 10.014. Как видите, на данный момент постановление суда касается только очень небольшой группы людей, чьи визы истекают до конца февраля. Однако у большинства победителей DV 2020, которые все еще не могут въехать в США, визы заканчиваются в марте, и это судебное постановление их не касается. Скорее всего, такое решение судья вынес для того, чтобы государственные ответчики не имели возможности подготовиться к апелляции и оспорить решение, а также для того, чтобы подтолкнуть их к действительной отмене прокламации до конца февраля, как они обещают. Но на наш взгляд, благодаря тому, что в США очень хорошо работает система прецедентного права, даже в случае, если прокламацию к концу февраля не отменят, людям, у которых виза заканчивается в марте, волноваться не о чем, и в постановление будет внесено изменение, защищающее и их интересы. Я считаю, это действительно важная победа, несмотря на то, что она касается пока что только DV 2020. Это большой шаг вперед и отличное доказательство того, что только адвокаты способны помочь решить иммиграционные проблемы, которые расплодил Трамп, а Байден так мило усыновил и не хочет их убирать. Механизм разрешения въезда, по которому владельцы виз, истекающих до конца февраля, смогут въехать в США, пока не до конца ясен, но, насколько мы поняли, они должны ожидать инструкций и документов, подтверждающих их право на въезд в качестве исключения национальных интересов в ближайшие дни на свою электронную почту от посольства или консульства, или же их визы и вовсе будут продлены. На сегодня все, друзья. Я, как всегда, буду делиться самой важной информацией максимально оперативно. А если у вас есть желание помочь сделать видео еще более информативными, присылайте свои новости и информацию, которую мы пропустили или озвучили не совсем верно. Я обязательно расскажу ее. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект, подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.